Интерпретации. Сложное на слух слово и не обозначает то, что я сказал в прошлом ролике данной рубрики. Теплых пледов, смертные. Владяныч снова здесь. Когда-то давно я сравнивал персонажей острова и планеты сокровищ. В этот раз займемся тем же, но постараемся охватить большую часть франшизы, имя которой... Затворники и хики, не вылазим, живем тихо, пысаться обобом психом, очень неприятно. А сейчас на экране вы видите имена и ники людей, благодаря которым данный и прочий контент выходит. Искрит, Ви... Получил пизд... Искрит, Ви, Питбуль, Муа! Перед началом объясню правила рубрики. Здесь также разбираются персонажи, как и в портрете Таукаки, но берется франшиза с разными вариациями. Идея не в том, чтобы сравнить, какой из мультсериалов или фильмов лучше остальных. Мы смотрим на персов и разные их ипостаси. И путем сравнения делаем вывод, какой из персонажей вышел лучше. Потому что даже у самых плохих, по мнению сообщества, произведений могут оказаться положительные моменты. Это будет сложно, но в этот раз откусим настолько много, насколько возможно. Учитывая общую схожесть персонажей по палате, пойдем методом королевской битвы, и каждый лидирующий будет сравниваться с последующим. В сравнении будут участвовать следующие ребята. Мультсериал 87-го. Шутливая попытка превратить андеграунд хайп-историю в деньговыжималку для детей. Вышла весьма успешно. Мультсериал 2003-го. Более серьезная версия, старается в первых сезонах идти по сюжету оригинального комикса. Полнометр 2007-го. Мрачная 3D-версия. Вроде отталкивается от кинотрилогии, но пышет вайбами и персонажами из 2003-го. Мультсериал 2012-го. Более легкая адаптация. Основная идея – усидеть на стульях всех предшественников, что почти получается. Мультсериал 2018-го. Наплевал на все и пошел своей дорогой по подражанию Рену и Стимпи, Спанч Бобу и более современным конкурентам Юным Титанам вперед. Полнометр «Погром мутантов». Новый способ рассмотреть черепах. Коснемся, но не сильно. Корявая дилогия Майкла Бэя. Снова пишем с чистого листа. Тоже пытается усидеть на нескольких стульях, но безуспешно. Трилогия первых фильмов. Начала за здравие, закончила за упокой. Сериал «Новая мутация». Если бы на здравии свернули в другую сторону. Закончили так же. Аниме-адаптацию комиксы, игры и концертный тур «Вылезая вон из панциря» не беру по понятным причинам. Игры и аниме-адаптации без персоналей оказались. Комиксы слишком масштабные, чтобы их еще сюда добавлять, потому что ролик и так большой получается. А концертный тур это... Разумеется, начнем сначала с самих черепах. Прежде всего, я как человек, интересующийся эпохой Возрождения, всегда замечал странность в их именах. Во-первых, они ведут себя под стать людям, в честь которых названы. Но есть одно «но». Имена нужно перетасовать правильно. Поскольку Донателло является изобретателем в команде, звать его должны Леонардо, так как да Винчи известен чертежами механизмов. Рафаэль чаще всех буйствует и взрывается гневом, потому он Микеланджело, так как прототип тоже славился потасовками и буйным нравом. Во-вторых, имя Донателло тут лишнее. Что ты сказал? Почему? Потому что все прототипы, кроме него, современники друг другу. Он же жил и творил на 50 лет раньше. Скончался примерно за 30 лет до рождения остальных. Так что резоннее вместо него поставить на черепашку Леонардо имя не менее известного художника Тициана. Тем более, что у того были навыки организатора, что хорошо для лидера. А Майки стал бы Рафом. Тут без комментариев. Поехали! Leonardo, Michelangelo, Donatello, and Raphael! Начнем с Леонардо. В большинстве вариаций является лидером команды. В его задачи входит координировать братьев по оружию и держать боевой дух на должном уровне. Из-за этого зачастую страдает его характер. И в этом отчасти виноват оригинал, так как долгое время у большинства персонажей характер как таковой отсутствует. Проблемы в его проработке чаще кроются в типаже персонажа, лидер команды. Их наделяют базовым пионерским набором. Правильность, решимость, упорство. Что выливается в занудство с его стороны. Из-за этого дети выбирают Леонардо только по одной причине – оружие. Единственная черепаха, носящая режущее холодное орудие – 2 катаны. Ребята,
Забудьте про игрушки! Йо! Две катаны! Вот лучшее оружие! О! О! Ну, что я говорил? Две катаны! Неплохо, да? Лео мне всегда казался самым скучным. Вспомните себя в свои годы. Вы ж таких швырили и стебали. И уж явно не было реакции в духе «хочу стать таким». Лучший Леонардо — это интересный Леонардо, за которым хочется следить. И главное, не является сделанным под копирку лидером без своей персоналии. В оригинале, то есть в комиксах «Мираж», он из себя вообще ничего не представляет. Его крайне легко спутать с любой другой черепахой. Даже лидерские качества показывает редко. Он потерял меня спустя 7 глав. И то потому, что я давал ему шанс. Так что быть лучше комиксного оригинала не такая уж и проблема. В мульте 87-го выделить черепах сложно, так как они ведут себя плюс-минус одинаково. Леонардо выделяется в основном своей правильностью. Всегда напоминает о наставлениях учителей и кричит фирменную фразу. Черепахи, сражайтесь с честью! Забавно, что фраза прямиком из комиксов. Только звучит по-другому. Черепашки умирают с честью. А так тоже иногда шуткует как Майки и злится как Раф. Но несмотря на это, Ориджин выдерживается настолько, насколько возможно. Голосом разума Леонардо периодически становится. Странно, что нравоучение от него меньше, чем от того же Рафаэля. Малое развитие Лео получает в комиксах Арчи. Там он более явно выражает свое отношение к понятию чести, не переносит на дух огнестрел и считает его уделом слабаков и очкошников. Бонусом организовывает свою школу ниндзя. Уже звучит интересней. Лео 2003-го более мужественный, но от своей правильности не избавился. А в нашем дубляже еще и расистом стал. Ну вас как китайцев. И пусть он не отсвечивает, лучше не становится. Тем более, когда он начинает кого-то симпить. Ну? Мы принимаем твое предложение о сотрудничестве. Только без глупостей! Хотя должен признать, доля адеквата присутствует. Леонардо грамотно координирует братьев. Это хорошо видно во время их первой вылазки на поверхность. А все почему? Дисциплина для него важна. Только ему Сплинтер смог внушить эту мысль. И не только он. Здесь Леонардо настолько преисполнился своими тренировками, что отправился обучаться у старейшего. Того, кто обучал Хамата Йоши. Плюсом местной версии является его вера в людей. В некоторых он видит искру добра и старается переманить их. Таковой и была Карая. Этот Лео полноценный персонаж, а не набор фишек, как предыдущие. Он к себе располагает, даже при том, что меркнет на фоне братьев. Лео 2012-го не может похвастаться тем же. Он идеализированный пионер, который ошибается, но не так, чтобы в него поверить можно было. Весь такой правильный, хоть и не всесильный. Важным для него по-прежнему остается мастерство и серьезное отношение к ниндзюцу. Однако здесь это слабо отличается от того же Донателло. Слишком уж он зануден. Про черепах 18-го нужно принять важное отличие. Здесь черепахи не совсем мутанты. Они гибрид из крови йокаев и людей. Лео 2018-го внезапно не лидер команды. Обалдеть. И вообще, Черепашевский на чили, на лени. Плюс, конечно, но учитывая обширную вселенную черепах, эволюция вообще не делает отсылок к старым работам. Не сказал бы, что это плохо, но да. Сериал просто делает отсылки ко всему подряд. Там к Тоторо, тут к ФНАФу. Даже Леонардо разговаривает в стиле Чеботкова. Стоп, его и озвучивает Чеботков. Короче, Тони, я ценю твое рвение, но может мы отложим этих кромсателей, спиноломов, не знаю, на послезавтра? Проехали. Местный Лео – сильно зазнавшийся перец, подвергающий опасности себя и своих братьев. Абсолютно безалаберный. На его фоне даже Рафаэль смотрится адекватным. Хотя, опять же, эта версия не побоялась отойти от основ целиком. Проблема кроется в том, что это Nickelodeon версия Соника из Sonic Boom. Но последний хотя бы докручивает свое ЧСВ до максимума. Леонардо же очень пассивен и все еще теряется на фоне команды. Киношный Лео тоже отошел от основы, правда, в эмоциональную сторону. Здесь он заботливый и чувствительный парень, учителя слушает, даже имеет с ним ментальную связь. На фоне братьев его это совершенно не спасает.
При таких данных он умудряется маячить фоном. Рафаэль даже умудрился украсть сцену нападения клана Наги, где в оригинале и 2003 фигурировал Лео. А добивает все, что в сиквелах на всю эту персоналию забили. Там он вообще перестал отличаться от остальных. Прощай, интересная вариация. Про версию новой мутации молчу. Он получше, чем 87-го и киношный, но теряется даже на фоне версии 2012-го. Хотя мне про него совершенно нечего сказать, если подумать. Он также симпует других женщин, в данном случае новую черепашку, но о ней позже. И если верить Лео, здесь они не братья. И то, мы слышим это из его же уст, так что инфа не сотка. В погроме мутантов он снова чисто лидер, но с уточнением, что там они как 13-летки. Лео старается придерживаться правил учителя Сплинтера, но не прочь пойти с братьями оторваться. В опасных ситуациях он боится, что им влетит. Полон чувства справедливости и всплеска гормонов. Спасибо, Эйприл. Меня забавляет, что симпование Лео закрепилось за ним как одно из основных качеств. Потому что без него обошлись только следующие ребята. Лео 2007-го — это ком эджевости. Представьте юного Саски на максималке. Правильного мальчика просто растоптало. Он постоянно строит из себя жертву, наплевав на чувства остальных, хотя прикидывается заботой о братьях. Леонардо 2007-го самый гнусный из всех черепах. Это даже по речи слышно. Раф, если хочешь рвануть на груди панцирь, милости просим. Но я не стану обсуждать прямой приказ мастера Сплинтера с тобой. Да, он хотел отточить мастерство и лидерские навыки. В лесу. Один. Давайте будем честными. Это подсознательное желание быть лучше других. От него меня откровенно воротит, так как говорит одно, но ощущается ровно противоположное. Но сейчас скажу неожиданное. Лео это нужно. Резкий контраст с другими версиями. Его правильность с гнильцой выделяет его не только как интерпретацию, но и среди братьев. Он не такой идеальный, он ошибается. А учитывая сюжет, он может посмотреть на свои ошибки со стороны. И я считаю, что именно это и делает его лучшим Леонардо. Этот панцирь полон бурной, закипающей ненависти. Учится он ее контролировать, ибо разрушительна она. Рафаэль часто хочет быть лидером команды, но не способен из-за горячей головы. Им движут эмоции и гнев. Когда ты маленький, ассоциируешь себя с Майки, а повзрослев — с Рафаэлем. Забавно, что все персонажи типа Наклз по совпадению имеют отличительный красный цвет. Основное оружие — Саи. По анализу многих ютуберов были вручены с целью обучить Рафа контролю. Мои основные критерии для Рафа — это дух, что может обуздать лишь он, легкое очарование, что не превращает его в полного мудака, мемность, что выбивает на фоне остальных, но главное — это осознание, что его гнев разрушителен и с ним надо что-то делать. Комиксы «Мираж» часто напоминали о взрывном характере. Мистер Красный так и норовил что-то кому-то сломать. А еще любил пивка хряпнуть. У остальных такого гастрономического пристрастия не наблюдалось. В мультсериале 87-го Раф не обладает его фирменным гневом в стиле Наклза, однако отличился количеством шуток про четвертую стену. Скептицизмом тоже не обделен. Любит что-то вернуть против той или иной идеи. Но в целом сам на себя не похож. Остальные версии более верны оригиналу. Ну, конечно, генератор мемов. А жареных гвоздей не хочешь? Беда в том, что этого еле-еле хватает, чтобы урвать победу у комиксного оригинала. Ведь соло он не вывозит и теряется на фоне других черепах по функционалу. Просто с ними рофлит. Раф 2003-го — это вот прям тот самый Раф из комиксов. Когда вы думаете о Рафаэле, вам представляется именно вот этот парень. Буйный, активный и заносчивый. Но здесь соблюдается баланс. Как и в комиксе, Раф старается сдерживать свои позывы к яростному набиванию морд. От него тоже есть известная панч-фраза. Отличная сталь. Не скажешь, кто это тебе их дал? Мама твоя. Обычно себе на уме. Знает лучше других, как надо правильно делать. Все правильно. Рафаэль — это твой батя в гараже. Широкой делайте, широкой или широкой?
Андрей, помоги ему развернуть широкое на широкое. Уйди, дурак! Бабка, не ори! RAV 2012-го это пацанчик-хулиган. Чистый Наклз. Я бы даже сказал, чистый современный Наклз. Решает проблемы грубой силой, использует гнев как оружие. Здесь чаще всего становится жертвой приколов Микеланджело. Но своеобразного чувства юмора не лишен. Поскольку здесь у него была ручная черепаха, которая позже станет слэшем, к ней он испытывал теплые чувства. Без гейства. У него потенциальная подружка есть. Объединяет его с прошлыми версиями общий скептицизм. Любой план не обходится без комментария от Рафа в духе «мог бы и получше придумать варианты». Идет нос к носу с версией 2003 года. Но для меня ребячество играет больше в минус. И, несмотря на неплохое чувство юмора, не мемный. Рафаэль 2018-го это Наклз из Sonic Boom. Причем во всех смыслах. Глуповатый, перекачанный, выдает периодически забавные остроты. Хотя с последним сильно спорно. Странной идеей было сделать ему клычок, будто он одна из тех милых девочек из аниме с зубиком. Кажется, я знаю, кто его вайфу. В нашем дубляже он еще и картавит. Прям как я. Класс. Хотя, думаю, это не задумывалось как фишка. Но самый прикол в том, что он неплохой лидер. Не знаю, как он это делает, но у него получается. Элемент мемности присутствует, но тут подобным грешат все персонажи, так что не решает. Визуально он выделяется сильно, однако сам из себя не представляет чего-то самостоятельного. Киношный Раф, к моему удивлению, довольно близок к комиксному оригиналу. Он дерзкий, шебутной, пивка только не хочет. Причем тоже можно сказать и про версию Бэя. Там только приколы ради ему дали излить душу ближе к концу. В конце концов, как бы из себя не вел Рафаэль, он беспокоится о братьях. Сделано это, правда, для галочки и не чувствуется. В новой мутации продолжается идея буйного революционера, делающего все по-своему. Даже не обходится без шуток. В шашки играешь? Рафаэль — это мем. В каждой версии он что-нибудь такое вне контекста смешное выдаст. Проблема в том, что они с Лео ведут себя иногда одинаково. Благо, Раф напоминает, что любитель вломить кому-то по тыкве. Мемность есть, нрав есть, но не более. В погроме мутантов Рафаэль пухлый баламут, инициатор различного движа, будь то драка или забавный видос для инета. Ввиду акцента на социальную составляющую, Раф, как и остальные, переживает, что не вылезет из зоны комфорта и умрет, увидев последним только лица своих братьев. Рафаэль 2007 года. Тут вроде знакомая основа, но имеется идея фикс. Я лучший лидер, чем Лео. В отличие от остальных братьев, не забил болт на геройскую деятельность. Соорудив в себе брутальный костюм, Раф делает то, что всегда делает. Просто инкогнито. Малину ему попортил вернувшийся Леонардо. Образ дополняется шутейками. Но! Только в нашем дубляже. Нолан Норт не вывозит. Why does everyone got such a hard time believing I am a good guy? I just saved your life. Ну почему никто не хочет верить, что я хороший? Я спас тебе жизнь, толстый! А ужасный нрав даже выстреливает и помогает Рафу исправиться. А это важный пункт, даже важнее, чем вся персоналия 2003-го. Донателло, мозг команды, самая мозговитая черепашка на районе. Его уму завидовал сам Леонардо да Винчи, если бы о нем знал. Мозг используется в основном для изобретений. Откуда-то умудрился освоить робототехнику, хакерство, 6-й разряд слесаря, 25-й дан кабельщика, трубочист 80 уровня. Перестройка? 1987 год был трудным для научных нердов, но не для Донателло. Загруженный техническими познаниями в робототехнике, биохимии и физике, черепах конструирует для своей семьи различные приборы для облегчения бытовой жизни. Правда, часто они барахлят. Подозреваю из-за громоздкости аппаратов. При этом он не представлялся карикатурным задротом. Обычно этим страдает Майки. Тут он карикатурный умник. И на фоне оригинала легко выходит победителем, но сейчас пойдут гигачады.
Донателло 2003 года более вменяемая версия изобретателя. Тут он модернизирует транспорт семьи, мастерит более полезные и компактные приспособления, даже банальной проводкой может заняться. Его и не уносит в фантастические дали, как предыдущего. Разговор тоже поддержит, поможет сенсею с телевизором, но персонаж статичен. Своих весомых арок не проходит, чисто фоном помогает, но на первый план почти не выходит. Донни 2018-го. Вот тут прям сын маминой подруги. Умный, изобретательный, да еще и ведет себя так, будто все девки на районе его. Периодически ловишь вайбы киношного варианта, так как он здесь чаще рофлит с майки. Также он располагает турбинной палкой прямиком из пещер местного антагониста. Очень хорошо с данным Донателло сходятся и версии из новой мутации. Схожий портрет. Вроде научный и технически подкован, но не стереотипная задротина. Более того, здесь он настолько хорош, что оборудовал для черепах модифицированный хаммер. Донни 2007-го – общая выжимка из персонажа. Умный, что-то умное говорит, анализирует и все... Пролетает в трубу, короче. Дон в «Погроме мутантов» — это не такой гений, как все предыдущие версии. Даже голос более высокий. Здесь он забрал все задротство у Майки и стал Атаку. Дико фанатеет от атаки титанов. Она же и помогла героям в финале. Атака титанов, канун черепах. Отлично. Ну, получается что? Теперь, если ты не смотришь черепах, то ты не фанат титанов. Киношные пролетают совсем, так как в первой трилогии от научного гения не осталось и следа, а в дилогии Бэя мы наблюдаем фонового задротика, которого выгораживают остальные. Дон Дакадон 2012-го более зажатый и привычный образ зашуганного нерда. Но теперь он активно симпи-тейприл. Лео симпи-лейприл, Донни симпи-лейприл, хватит симпи-тейприл. Вы что, Вархаммер не читали? Местная версия напоминает Таиля Прауэра в первом адвенчере. Арка здешнего Донни — это перерасти свою задротистость, отрастить яички и сделать жохан-похан по-детски. То есть без жохан-похана. Но несмотря на мою нелюбовь к наивным подросткам в основных персонажах, этот Донни вызывает симпатию. Он ошибается, пробует, превозмогает и становится потихоньку более смелым. Даже братья его не выгораживают. В общем, приятный тип. Главный раздолбай в команде. Любитель потусить, неортодоксальный повар, а главное любимец детей. Как правило, все хотят быть Микеланджело, будучи мелкими. Из-за его несобранности Сплинтер учил его работой с нунчаками, одним из сложных орудий в пользовании, так как при плохом владении капитально надамажит самого владельца. Предположу, что именно по этой причине нунчаки были запрещены в Европе, даже при показе. Опять же, миражевский вариант имел свои приятные арки, но не более. Киношные всегда пытаются активно шутить и выдавать странные шутки. Бэевский вообще ходячая реклама и отсылка. Может, она ясновидящая? Может, она джедай? Если я не вернусь, помни обо мне, Эприл. Ты всегда найдешь меня. Вот здесь. Я так и не понял концовку остаться в живых! Майки это позволяло быть на первом плане. Все комедийные сцены, как правило, забирает он. Чего стоит баттл с ниндзя по владению нунчаками? Это выгодно отличало самую веселую черепашку в рамках фильмов, но проигрывает в сравнении с остальными версиями. Сейчас буквально будет облом за обломом. 2003 год. Майки как майки, будто по ГОСТу. Шутки есть, ребячество есть, пару ключевых моментов тоже ему отдали. Как пример, в местных битвах Нексуса Майки умудрился стать чемпионом. Опять же, сделано ради рофла, но заслуг не отменяет. Свои микро-арки имел, чуть лучше Донни, но не сильно. 2007 год. Типикал Майки без прикрас и выделений. Ну ладно, тут он шутит про мамку. Да, странное совпадение. Сперва клан Наги, потом безобразный монстр. Ага, похож на твою мамочку.
2012 год. Веселый ребенок, снова по ГОСТу, но для аудитории помладше. По мне, тут он перегибает палку с ребячеством, но оно положено для настроения и направленности, что выбрали создатели. Кстати, рандомный факт. В русском дубляже местного Майки озвучивает Андрей Бурхударов, а в 2007 он озвучивает Рафаэля. Насколько сильный контраст персонажа. Майки 2018 года не выделяется вообще, потому что здесь все ведут себя как Майки, даже антагонисты. И как, спрашивается, тут выделяться? Нунчаки заменили на йо-йо. Основной идее оружия для Майки это не противоречит, но мув так себе. На деле тут Майки не нужен вообще. Погром мутантов. Сопля за компанию. Так как основное задротство забрал Донателло, Майки осталось... Какой-то прикол у него явно есть, но разглядеть его не смог. Он словно тут для массовки. Шуток заметных мало от него, без братьев он с трудом был бы заметен. Новая мутация тоже ничего толкового персонажу не дала, кроме криповой картинки, которую любят распространять с припиской «Prepare Uranus». Вы уже догадались, какого Майки записываем в лучшего. Для меня это снова странно, но лучше других Микеланджело показал себя Туртель из 87-го. Признаться, я вообще не рассчитывал, что чем-то мульт из 90-х обойдет других персонажей. Местный Майки не просто весельчак и балагур. Тут он чуть более сдержанный. Перед нами не ребенок, но почти взрослый муж, романтик и душа компании. В отличие от других черепах, боевики не любят. Ему посерфить и почилить. Даже больше, он обзавелся подружкой из измерения X. Вот истинный гигачат. Не показывает свои стильные стороны на публике, но они есть. С этим Майки я бы не прочь потусить. Он приятный парень, и с ним есть о чем поговорить. Как-никак он все еще любитель комиксов и экспериментальных гастрономических пристрастий. Сплинтер. Мудрый учитель и антропоморфная крыса. Возник как омаж к учителю сорвиголовы. Впрочем, как и сами черепахи. Ибо слишком уж много схожестей. Учитель Стик и учитель Сплинтер, клан руки против клана ноги, ну и беззрачковые глаза черепах, как отсылка к дардевилской слепоте. Если говорить про Origin, в нем Сплинтер — это крыса мастера Хамата Йоши, что перебрались в Нью-Йорк после некоторых событий, о которых позже. Искупавшись в мутагене вместе с черепахами, Сплинтер начал учить их искусству ниндзюцу, дабы отомстить убийце своего хозяина. Хорошая крыса — это крыса-учитель. Дает наставления, а черепахи его уважают. И он не забывает про главную угрозу в виде Шреддера или любой другой. В первом мультсериале Сплинтер сам является Хамата Йоши и цели в отомщении не искал, ибо достаточно миролюбивый человек. Любимые женщины здесь тоже не фигурируют, мутировал он из-за Шреддера, что намеренно скинул к нему мутаген. Наставник хоть куда, способен еще сам нападать по вражеским мордасам, если потребуется. Последним, правда, могут почти все версии похвастаться. 2003 ближе к оригиналу, но в целом схож с предыдущим по характеру. Разве что более жесткий и наполненный жизненным опытом. Но также постоянно сидит в канализации. Это, правда, исключение, ибо периодически выбирается в Nexus. В погроме мутантов решили уделить особое внимание тому, что черепахи и Сплинтер мало с кем общаются из-за плохого опыта выхода на поверхность. Они просто боятся людей. Сплинтер прекрасно знаком с их злобой, ведь долгое время жил на помойках и получал люлей от всех. А друзей завести в таком суровом мире крайне сложно. Драться он может, но в обучение по видосикам все еще верится с трудом. Как и в версии Бэя, где он обучал по книжке, состоящей из одних картинок. Киношный Сплинтер сумел удивить. Он также мудрый наставник, но внезапно попробовал себя в роли дамы в беде. Во второй половине первого фильма его похищают. Найти его удается только по миндальной связи Лео. В конце первого, да и всех последующих, он стабильно говорит какую-нибудь модную кринжатину. Шутки ради. Про новую мутацию не скажу, он там ушел больше в кринж сторону. Как будто взяли вот последнюю сцену из первого и второго фильма и слепили из этого персонажа.
Сплинтер 2007 является сплавом киношного и 2003. Здесь он выступает в роли строгого папаши с мудрыми наставлениями. Понятно, откуда у Лео такие заморочки. Причем смешнее другое. Если смотришь в оригинале, Сплинтер выглядит как вредная жопа с прокуренным голосом какого-то торчка. А если в русском дубляже, это пафосный мудрый наставник с гнильцой. А знаете, что самое смешное? Никита Прозоровский может и как в оригинале озвучить. Вот почему я запретил вам действовать на поверхности. Мы не можем выйти на свет для борьбы со злом, если грыземся между собой. Скуби, я думал, ты принимаешь ванну. Я оказался в подвале. Ванна перевернулась, и ты вместе с водой стек в подвал? Видимо, да. И там была страшная тень. Да. Неужели ты не шутишь? Пойдем посмотрим на эту ванну. Опять же, очень пассивный. Тут мы не видим, как он обучает черепах или дает им мудрые советы. Ну ладно, один раз он дает наставления. Но все остальное время он только и твердит: «Мы слабые, надо сидеть на жопе ровно». Ну, как в «Погроме мутантов». Сплинтер 18-го... А я думал, фиолетовый самый смешной. Черепах он бесит. Это адский бесящий дед. Существует исключительно на фоне. Кроме просмотра телека ничего не делает. Разве что поздравим наших дубляторов, наконец-то они пародируют японский акцент правильно. Правда, потом оказывается, что он мутировавший герой боевиков и чемпион местного Battle Nexus Луджитсу. А главное, не только фигуральный, но и биологический отец. Ну и тут есть горсть дерьма. Местный Сплинтер помешался на бабах и славе, потому его знает каждая собака. Он здешняя вариация Брюса Ли, но в больших масштабах. И беда в том, что подобный финт абсолютно недостоин такой посредственной вариации. Сплинтер 2012 более сосредоточен на дисциплине и тренировках. И снова он Хамата Йоши, но с оговоркой. Здесь он ближе повязан со Шреддером, ибо рос как приемный брат. Убежал из-за женщины. Да, я расскажу об этом, но на Шреддере, ибо там важнее. Местный Хамата Йоши даже умудрился обзавестись дочерью, об этом позже. И здесь происходит то самое необходимое для персонажа. Он более активен в сравнении с другими версиями. Не забывает про тренировки. Полон мудрых наставлений, и главное, здесь Сплинтер понимает, что от Шреддера надо избавиться, а не сидеть в ожидании очередного гениального плана. Ну, собственно, Шреддер. Без главгада просто никуда. Черепахи без Шреддера — это как Соник без Эгмана, как суп без овощей, как Джеймс Сандерленд без пирамидоголового. Но сам по себе Шреддер крайне богат на вариации, и даже сложно сказать, какая лучше. Но сперва, кем вообще был Шреддер изначально? Прежде всего, он не был прямым врагом Хамата Йоши, а мстил за брата Ороку Наги, и уже потом развивал свой клан в Нью-Йорке. Черепахи в руках Сплинтера были инструментом для уничтожения Шреддера. И, к моему удивлению, черепахи убили Ороку Саки в первом же выпуске. Он, конечно, еще пару раз возвращался, но это не так важно. Что привлекает в дизайне? Он прост, но узнаваем. И главное, не перегружен. Можно поверить, что этот человек-ниндзя. Характер тоже схематичный, но это вполне хватает для комикса. Но вы же понимаете, что любая другая вариация на голову выше. Шреддер должен быть главным, жестким, хорошо организованным и, главное, не быть терпилой. В мультсериале 87-го Шреддер начинал как серьезный злодей с приспешниками, мутантами и разными штуками. Технодром в пример. Но со второго сезона стало понятно, что чем дальше, тем хуже. Он умеренно и планомерно стремился к статусу прихвостня, так как всем рулил уже Крэнк. Благо не случилось, и держались они на равных. По сюжету местная версия напрямую конфликтует с Хамата Йоши, и даже больше. Последнему из-за подставы приходится ливать в Америку. Непонятен, правда, мотив Саки, ведь он доставал Сплинтера и дальше. Подозреваю, тут виноват оригинал с необходимостью конфликта обоих. Драться Шреддер умеет, ушатать способен, однако здесь он показан как живой человек.
Ввиду специфики вселенной и направленности на детей, Ороку Саки представлен как эдакий работник на полную ставку. Он выгорает и горит с подчиненных, радуется победам и грустит, если что-то не получается. Это несправедливо. Несправедливо! Но самое главное, он делает то, что почти никогда не делают злодеи в такого рода сериалах. Он отвечает на подколки героев. Эй, а ну-ка отдай! Попробуйте, отнимите мутанты. С удовольствием, жестяная морда! Один готов, осталось 3. Эй ты, консервная банка, сейчас ты у меня заработаешь. Я бы корова мычала. Теперь моя очередь. Это тебе, костяной ящик. Потягайся со мной, Шреддер. Ты сопляк против меня. Итогом я бы назвал тот факт, что окажись я в ситуации как местный Шреддер, я бы вел себя так же. Oh, he's a literally me! Но вот эта живость и губит его как антагониста черепах. Он хоть и в сравнении с ними жесткий тип, но комик-релифом быть не перестает. Глупые сцены часто остаются персонально для него. У нас небольшое несчастье, Крэнк. Да. Где у вас тут зубило? Шреддер новой мутации соответствует комиксу. Вздыхает в первой серии. Потому не считаем. Или нет? Не знаю зачем, но в сериале сменили одного Шреддера на другого. Видите ли, из мира снов вылезли антропоморфные драконы и собираются вернуть господство в свои руки. И нет, я не накурился, это реальный сюжет. Имени у этого лидера нету, ибо весь сериал, все его зовут Драгонлордом. Визуально напоминает Шреддера, если б тот стал Фури. Но по факту чел старается не пинать болты и отпинать черепах способен. А учитывая, что за единственный сезон черепахи его так и не победили, плюс баллы получает. Но сценки на поржать и тут остались. Драгонлорд хоть и внушает побольше 87-го, не сильно от него уходит. И да, небольшое добавление. Шреддер на одну серию потом возвращается, но он становится бомжом. Нахер нам Шреддер-бомж? Не знаю. Шреддер из первого фильма – это зловещий, но справедливый к своим подчиненным авторитет. Я твой отец. Подъем! Подъем, я сказал! Подъем! Выходим! Летим! Всем лезь! Лезь! На пол! Поползли! Кто сказал? Ну-ка! Иди сюда! Иди сюда, ты! Ты хотел сказать мне, на! Скажи! Скажи мне что-нибудь! На ушко мне! Шепни, прошу тебя! Вопросы, правда, вызывает его обмундирование. Не, я понимаю, что это адаптация костюма 87-го, но как же он неудобно и глупо смотрится на живом человеке в нашей реальности. Здесь он, подобно ниндзя, ныкается и проворачивает все втихаря. Людей набирает из лояльных подростков-хулиганов, что крадут для него. Это похвально, но для хорошего злодея не хватает более грамотного менеджмента. Говорю только за первую часть, так как во второй он выжил, его мало, и он ведет себя более инфантильно. А под конец вообще сам себя убивает. Единственная ценность Шреддера в продолжении, он подарил фандому классный концепт Супер Шреддера, облитого мутагеном. Впоследствии несколько игр использовало его как финального босса. Внезапно Шреддер Бэй умудрился переплюнуть всех предыдущих. Но есть нюанс. Здесь он в тени руководит предпринимателем по имени Эрик Сакс. Ну вы поняли! Злодей настолько всосный, что у него фамилия сосет! Ха-ха-ха-ха! Для детей же пишем, конечно! А вообще, Эрик сосет звучит неплохо. В этом есть другая проблема. По изначальной задумке именно Эрик Сакс должен был быть Шреддером. Но фанатики завоняли против этого и черепах-пришельцев. В итоге мы получили рандомного азиата в тени, залезающего в большого меха. А потом в продолжении нам покажут сдувшегося ложка, который ведет себя как 87-й, только неинтересно. А через 4 года черепахи будут мутантами-демонами. И это уже никто менять не будет. Так что делайте то, что вам завещал Моргенштерн. Пососи. Короче, будь Эрик Шреддером, он бы мог стать одним из лучших вариантов, но не судьба. Сериал 2003 года предлагает нам аж 4 Шреддеров. Вот вам космический Шреддер, вот вам магический Шреддер, вот киберпанк Шреддер, даже женщина Шреддер есть. Выбирай не хочу. Теперь по порядку. Первый реально жесткий и суровый мужик. Не терпит провалов, держит всех подчиненных в ежовых рукавицах. Выделяется тем, что его соединили с лорными утромами, которые тут тоже есть. Зовут его Чрел, и он космический преступник.
является продуктом адаптации комиксного оригинала. За время существования на Земле со времен средневековой Японии успел сколотить и клан, и авторитет. Однако здесь его со Сплинтером ничего не связывает. Тот с учителем больше под руку попались, нежели было что-то конкретное. Образ по сериалу не оригинальный, так как Чрел позаимствовал его у более древнего Тенгу Шреддера. Жил тогда настоящий Рокусаки, и остановил он демона Тенгу. Но поддался влиянию и впустил бесовскую силу в душу. По итогу Тенгу Шреддер закошмарил древнюю Японию, однако бывшие товарищи смогли остановить. Но он вернулся! Персоналия у него практически идентична Чрелу, однако больше силы дало ему разгуляться как следует. ЧСВ Тенгу настолько сильно, что не терпит других Шреддеров. Жаль, это все, чем он запомнился. Третий Шреддер необычный. Тут соединились два момента из прошлых сезонов. У Чрела был бэкап памяти в киберпространстве. К нему пыталась получить доступ злодейка-вирус из далекого будущего. В итоге бэкап слился с ней, уничтожив ее сознание. Так возник Кибер-Шреддер. А если думаете, что это не круто, то есть эпизод со всеми тремя сразу. Они дерутся и с черепахами, и друг с другом. Куда уж эпичней. Данный образ тоже проигрывает, но из-за скудности. Характер как у Драгонлорда, только при этом еще и сам что-то делает. Единственная мотивация — вырваться из киберпространства. Сильно сомневаюсь, что после он что-то сделал бы. Опять творил бы хрень, как под конец сделал сам Чрел. Шреддер из эволюции частично основан на Тенгу Шреддере. Это дух, заключенный в доспехе. Но он здесь не основной антагонист. Шреддер выступает МакГаффином и целью для местного фут-клана. Основной гаденыш черепах — это прикол отдельный. Барон Драксум является создателем черепах и по совместительству Йокаем. В сериале появляется не так много до второй половины первого сезона. Управляет чисто мелкой лабораторией и в услужении парочка долдонов, а сам он не прочь поддаться общему безумию раздолбайства сериала. Упоминаю его в этом разделе только потому, что он стал Шреддером на какое-то время. Последний — это неостановимая стихия без мозгов. И снова, лучше всех себя умудряется показать версия 2012 года. Суровейший мужик, не пришелец, не киберочкошник, не просто очкошник. Сколотив адову крепость, хитро прикрывается, в услужении имеет кучу мутантов, жестко карает всех непослушных, имеет личную вендетту к мастеру Йоши и, забегая вперед, знатно поднасрал ему с его дочерью, о которой все еще позже. Даже когда всех начинали хреначить утромы, которых тут зовут крэнгами, не растерялся и начал подминать под себя. Брутальный, жесткий тип. Здесь и в последующих главах персонажи будут сильно разниться, ибо с товарищами и плохишами черепах играются куда охотней. Сделаем так, начнем с часто мелькающих и по убыванию. С большинством придется обойтись краткой характеристикой. Начнем с самой частой спутницы зеленокожих – Эйприл О'Нил. Хрен что скажешь о ее профессии, так как из раза в раз она меняется. Что вообще постоянно для этой мадам? Она репортер? Нет, репортером работает только версия 87-го. Мадам из «Погрома мутантов» школьный репортер, но считается. Ну и немножко киношные версии Б. Остальные занимаются всяким другим. Даже комиксный оригинал не лез в эту профессию. Она рыжая? Снова нет. 87-го, 2007-го, 12-го и киношная. Да она даже белой-то не всегда бывает. По крайней мере, в последнее время. С Эйприл вообще сложно. Любые сравнения строятся из того, у кого какая Эйприл была первая, либо же из личных симпатий. Комиксную не беру, персонаж-функция. Мисс О'Нил из мульта 87-го — это сексуальная бабса, женатая на работе. Уберите сиськи и комбесы, получится Эдди Брок из Паука 94-го, только без персоналии. Эйприл из 2003-го старается следовать комиксному канону. Тут она подручный Стокмана в «Бегах», вроде должна обладать какими-нибудь познаниями в робототехнике, но за ней такого не наблюдается. Она приятная, у нее есть характер. Показывает она его только с Кейси, но не суть. Прелесть этой мадамы в ее организованности. И она может нормально надавать по щам. 2007 года более успешная. Работа по археологии и перевозкам есть, мужик есть, боевые навыки есть. 2012 ребенок. В свое время на нее завонялись ребятки из лагеря первого мультсериала за отсутствие сисек.
А предыдущая вас не смутила? Здесь Эйприл не такая боевая, но обладает телекинетическими способностями. Комплект по знаниям в робототехнике прилагается. 18-го года мадама прямиком из квартала Майлза Моралеса. Тусовочная бабца цвета шоколада. Как и в «Погроме мутантов», но там она с прописанным характером. Если выбирать лучшую, то я бы взял последнюю, хоть и симпатии мои уходят к версии 2003-го. Но оба варианта делают то, чего не делают остальные. Качественно взаимодействуют с черепашками и их окружением. Киношные версии тоже взаимодействуют, но будто для галочки. В первой трилогии черепахи ее спасают и просто тусят у нее дома. А у Бэй черепахи были ее питомцами. Но химии между ними нормальной нету. Про новую мутацию молчу, так как Эйприл там вообще нет. Вот это неожиданность! Что дальше? Шреддера не будет? Ну да. Интересно, а почему же сериал продлился только 1 сезон? I'm Casey Jones, I'm gonna bust your bones, and everybody likes to hear my tones when I go. That's right, Turtles in the house. Следующим боевым братаном черепах является Кейси Джонс. Своенравный мужик с горячей головой. Появился в спешле Рафаэля как показательный пример, к чему может привести неуправляемый гнев и буйный нрав самую бойцовскую черепаху. Сам по себе Кейси — это обычный человек, которому осточертела преступность в городе. И церемониться он с ней не собирается. Надо добить — добьет. Благо, после знакомства с черепахами эту убийственную жилку он стал придерживать. Характер хулиганский и неотесанный, но, конечно, с золотым сердцем. Обязательные атрибуты — хоккейная маска, биты и, возможно, клюшки. Показать такого линчевателя несложно, вопрос в обаятельности. Кейси простак, но обаятельный в своей простоте. Новая мутация сразу отметается, там Кейси не было. Версия 87-го превращает его в отбитого виджиланте с шизой на заговоры. В некоторых случаях обоснованно. Зато дает неплохой баф – устойчивость к промывке мозгов. 2012-й преимущественно хулиган. Уменьшив возраст, основной лейтмотив персонажа извратился из линчевателя в мамкиного революционера. Ребячество и щербатые зубы делу не помогают. Эволюционный пролетает, но по иной причине. Это не тот Кейси Джонс, которого мы знаем. Если отстраниться от того, кем он должен быть, персонаж вышел цельным, прописанным. Ему можно сопереживать. Здесь он вестник грядущего апокалипсиса. Как-то пафосно прозвучало. Местный Кейси – остаток от мрачного будущего, что грядет. Пытаясь его исправить, он знакомится со своими наставниками из прошлого – черепахами. Проблема этого Кейси Джонса еще и в том, что это персонаж-функция. Характер имеется. Он воодушевленный в разговоре с черепахами. Цепляется за надежду спасения мира. Хочет сдаться при поражении. Но опять же, это кто угодно, но не Кейси Джонс. Неплохо себя показал Кейси из дилогии Бэя. Во-первых, у него есть своя сюжетная линия, плавно переплетающаяся с сюжетом черепах. Он крадет внимание на себя. Во-вторых, у него есть предыстория и лейтмотив. Не такой жесткий, как в других версиях, конечно. Он работал в полиции, пока не упустил пойманного Шреддера. В его байку про ниндзя никто не верит, потому он начинает расследование в обход закону. Единственное но. Будучи ментом, он делает упор на инструменты своего хобби – хоккей. Будь у фильма рейтинг 16+, как любой киношный коп в обход закона, мистер Джонс взял бы пистолет. Да, он здесь не линчеватель. Это компенсировано Стивеном Амелом, заслуженным линчевателем Сидаба. Лучше себя показывает 3 любимчика большинства. Это Кейси 2003-го, 2007-го и из первой кинотрилогии. Все очаровашки, простаки какими и должны быть, с преступниками стараются не церемониться, все липнут к Эйприл. 2 даже успешно. Что главное, они не выступают как нравоучение для Рафаэля. Вернее, не только. 2003 проходит через собственную арку, чтобы потом уже стать частью черепашьей семьи. 2007 помогает Рафаэлю справиться с его рефлексией, но очень скучает по старым денькам, ибо работает водителем-грузчиком у Эйприл. Киношный... он комиксный, ведет себя как и 2003. Да, они все ведут себя плюс-минус одинаково. В их случае это хорошо. Но и они не без недостатков. Киношный себя реализовал не полностью. 2003 после атаки Шреддера на магазин стал более фоновым, не говоря уже про личные арки. 2007 предполагается конечной историей киношного, но таковым не ощущается. Он больше метит в 2003. Однако это не отменяет, что все 3 это 100% Кейси Джонс. Настолько, что прям лучшего среди них я назвать не могу. Тут уже кто вам приятней.
Числа, даты, цифры. Арифметика, господа! В 87-е даже простых людишек умудрялись показать интересно. Насколько позволяет детский сериал. Постоянными участниками боевых приключений черепах и Шредоголового выступают члены 6-го канала. Здание 6-го канала стилизовано под культовый небоскреб Нью-Йорка Flatiron Building, которое вы знаете как Daily Bugle в трилогии Паука от Рэйми. Заправляет 6-м каналом низкий, упитанный, но энергичный блондин Бёрн Томпсон. Все, что его заботит, рейтинг собственного канала, и неважно, каким способом это сделают. Исключение составляли черепахи. Долгое время в сериале они были городской легендой, потому Бёрн не считал серьезным раздувать сенсацию из этого маленького пустяка. Под носом у Эйприл вертелся оператор Вернон Фенвик. Конченая крыса, способная продать за свою жизнь и родную мать. Стоит Эйприл куда-то пропасть, он тут же берется за микрофон и начинает вести репортаж, не забывая о себе любимом. Яиц, правда, не хватает, чтобы полностью взять себя в руки и начать серьезную карьеру. Но вы можете благодаря... Здесь могла быть ваша реклама. Вернон появлялся и во второй экранизации в исполнении Уилла Арнетта, и там он был куда лучше. Не по прописанности, но по характеру. Но не более. Помимо черепах, у Эйприл была подруга. Секретарша Ирма Лангенштейн. Неуклюжая и простодушная. Но основной лейтмотив этой мадамы — рофлы про то, как же она не может найти себе мужика. Давайте не оставаться в стороне. Поможем одиноким! Каждой девочке по мальчику! И наоборот. Вторые периодические ребята — это тинейджеры Нейтрино из измерения X. В 87-м они живые ребята, сражающиеся против армии Крэнга. Одна из них даже мутила с Микеланджело. Их летающая машина сыграет особую роль в нескольких планах Шреддера. В 3D-шном сериале Нейтрино — это каменные прихвостни местной инопланетной шишки. Каменные стуканы очень напоминают боевых монстров Дармаму. Интересной находкой сериала оказался созданный Крэнгом робот Metalhead. Персонаж по задумке предполагался эдаким суперскрулом, сочетающим умения всех героев. В комплекте прилагались пушка и голосовой модуль с голосами всех черепах. В итоге он разговаривал вперемешку разными голосами. Донателло смог перепрограммировать его и заполучить еще одного союзника. Также появлялся и в 3D-сериале, но там ровно наоборот. Создал Дони, а перепрограммировал Крэнг. В отличие от первого появления, здесь он более бездушный и менее интересный, даже в плане дизайна. Новая мутация выкрутила свои шестеренки уникальности и выдала 5-ю черепашку по имени Мэй Пэйчи. Впоследствии Винус де Мила, она же Венера Милосская. Росла с черепахами порознь и обучалась у мастера Шиноби. Старалась обучить черепах мистическим таинствам для борьбы с драконами. Химия сводилась преимущественно к стереотипам о парнях и девушках, а также подкатов со стороны Леонардо. Версия 2003 года может похвастаться персонажами прямиком из комиксов. Профессор Ханикот, он же Фугитоид. Персонаж с нескучным бэкграундом. Создал телепортирующее устройство, которое нужно двум воюющим государствам, а тут оказия. Из-за молний и шлема для улучшения ментальных способностей разум профессора переместился в тело обслуживающего робота. И теперь он бесправная машина в поисках убежища. Разница с комиксами — причина, по которой преследуют Фугитоида. Там солдаты приняли машину как убийцу профессора, а здесь потому что знали, что у роботов прав нет и изъять чертежи телепорта будет просто. Фугитоид появляется и в 2012-м, но там нет этого ощущения вечной погони. Плюс там он не телепорт создавал, а какое-то оружие сердца тьмы или как-то так. Второй, достаточно известный перс фандома. Он появлялся много где, но лучше себя показывает этот вариант. Кожеголовый. Начинал как маленький крокодил, но после долгих опытов с мутагеном утромы смогли превратить его в огромного умного антропоморфного мутанта. Значительную часть времени он помогает Донателло с различными техническими делами. Есть и недостаток. Периодически дружелюбного аллигатора накрывает неконтролируемая ярость. В 87-м Кожеголовый — это просто хулиганский мутант, который подстраивает все под себя. Несмотря на то, что жил во Флориде, косит под крутого крокодила Данди.
В 2012-м предыстория та же, что и в 2003-м, но местные утромы злые, а Кожеголовый сходит с ума только от упоминания своих истязателей. Более-менее смогли сделать и полноценного сопартийца. Коди Джонс, праправнук Эйприл и Кейси. Владеет большим наследием, умен не по годам, но упрямый как предок. Не самый худший представитель рода человеческого. Напоминает Криса Торндейка в 3-м сезоне Соника Икс. Не стоит забывать и утромов. Раса инопланетных чувачков, прячущихся в пузе тел андроидов для маскировки. Потерпели крушение на Земле много столетий назад и просто пытались развиваться с нуля для возвращения домой, ибо телепортов не было. Случайным образом создали черепах. С ними двоякая ситуация, так как во франшизе стало иметь деление на злых и добрых представителей этой расы. Но здесь у нас имеются только положительные представители. Ярких среди них нет, кроме Чрела, потому воспринимаются только скопом. Average утром, так сказать. На деле это довольно скучно. Преуспевают в этом черепахи 12-го, но об этом позже. 2012-й тоже имеет в арсенале адаптированных персонажей. Не все из них получились отлично, превзошедшая все остальные экранизации — это команда могучих мут-анималов. Одно из порождений комиксов Арчи. Состав, конечно, другой. Здесь в команду входят Кожеголовый, Макак Тайлер Роквелл, Мондо Гекко, Голубь Пит и Черепаха Слэш. Двое из них периодические гости черепашьих экранизаций. Мондо Гекко и Слэш имели варианты и в 87-м, но там они не дотягивали до той проработки, как здесь. Они слабо отличались от здешних, разве что были по другую сторону баррикад. Мондо претерпел минимум изменений, а вот Слэш стал больше и сменил хозяина. Тогда это был Бибоп, а здесь Рафаэль. Плюс тогда Слэш был более аугментирован. В погроме мутантов мутанималы тоже есть, но так не зовутся. Там они состоят из более каноничных ребят. Мэн Рэй, которого тут зовут Рэй Филет, Кожеголовая, Вингнат или Шизолет, тоже появлялась в 87-м и 12-м, но там это антагонисты в паре с комаром Скрулусом, а тут это мадам. Мондо Гекко, Бибоп и Рокстеди и Чингис Жаб. Последний тоже фигурировал в 87-м в отдельной команде панкующих жаб, созданных Шреддером как антиподы и противники черепах. Добрые по сути, просто обманутые. В противовес героям были названы в честь известных тиранов: Атила, Распутин, Чингис и Наполеон. Популярности не сыскали, потому появляются как камео и то не в полном составе. А все потому, что миру и так хватает боевых жаб. Последний сериал от Nickelodeon соригинальничал больше обычного. Напридумывали персонажей, от которых характеристика в пару коротких предложений. Типа Тодда Капибару, местный Нед Фландерс, или сеньор Хеса, антропоморфный скелет, заведующий рестораном для юкаев. Что? Не-не-не-не-не, ребят. Я, если и буду, то только с Гикстафом вести бизнес. И вообще, дайте денег, плес. Возвращаемся к Драксуму. Его не бросили сценаристы и повели дальше, превращая из злодея в положительного персонажа. К концу сериала его отношение к человечеству поменялось, и сам инцидент со Шреддером не прошел без последствий. Совет Юкаев объявил охоту на Драксума, пришлось прятаться в скрытом городе. Но это все. Кроме Драксума на остальных смотреть вообще не интересно. Поехали! Любимое носорожище и свинорылый. Эталонные комик-релифы и представители типичных прихвостней шутов. Изначально в комиксах не фигурировали, дебютировали именно в мультсериале 87-го. В любой экранизации неизменны как дебилы на побегушках, но разница в деталях. Долго выбирать не придется, так как появлялись они только в 3 местах. Мультсериала 87-го, 2012-го и второй части Майкла Бэя. То есть да, они еще и в «Погроме мутантов» есть, но не стал считать, ибо они там капитально на фоне, как и остальные. Киношные дебилы пробуждают в себе животное начало и становятся мутантами. До превращения они тоже не шибко вызывали опасность. После превращения париться не стали. Жрут с корыта, меряются причиндалами, хлопают по пузеням. Они интересны лишь фактом, что на их фоне дурачки из 87-го кажутся профессионалами. На деле, первое мультяшное воплощение Бекона и Рогатого было не таким уж и плохим. Но еще бы их же здесь и придумали. Да, они не очень смышленые, но это строится не из внутренних животных, как у Бэя. Шреддер взял парочку добровольцев из своих уличных обалдуев и скрестил их с первыми дикими животными, что попались в зоопарке.
Рокстеди и Бибоп — это дети улицы и в каком-то смысле борцы с системой. Окажись Бибоп в мире киберпанка, вписался бы как родной. Да, они часто рушат планы своей неуклюжестью, но это скорее человеческий фактор, так как частенько они делают то, что от них и требовалось. В свободное время они даже заняты саморазвитием. Но победители категории «Лучший Рокстеди и Бибоп» — это ребята из сериала 2012-го. Причины весомые. Во-первых, здесь у них более крепкая предыстория. Имена им придумал Майки. Местный Рокстеди, бывший друг Шреддера, стереотипный торговец оружием и коллекционер древних артефактов Иван Стиранко. Очень серьезный тип. Попал под раздачу после неудачи. А Шреддер неудачи не прощает. После мутации деградировал и сплавился с собственными побрякушками. Отличительные черты – кастеты в виде серпа и молота и алмазный протез вместо глаза. Бибоп – профессиональный вор с технологичным костюмом Антон Зек. Приходилось работать со Стиранко и воровать для него артефакты. Попал под раздачу после похищения шлема у Шреддера. Отличительные черты – веселый, раздражительный, худой. На этом их превосходство не заканчивается. Если в 87-м их дуэт был на одном интеллектуальном уровне, то здесь уже Рокстеди выступает сильным, но глупым. Антон же выступает голосом логики и разума в их компашке. От этого их химия работает лучше, ведь происходят конфликты и реальное взаимодействие, при котором они друг друга дополняют. Ну и, конечно, репрезентация типичного русского Ивана и нетипичного черного русского Антона. Жалко, что ни в одной из экранизаций не было такого. Появлению киношных Рокстеди и Бибопу сильно радовались, ведь фанатов в свое время опрокинули сами создатели Кевин Истман и Питер Лэрд. Вместо знакомых ребят во второй фильм «Тайны изумрудного зелья» нам закинули совершенно левых черепаху-каннибала Току и волка-мутанта Разара. Но, с вашего позволения, буду называть его Рокзар. По фильму они заменяли Рокстеди и Бибопа, являясь такими же мутантами для нападений. Глупые, неуклюжие, но про них не забыли, потому что маленькие камео у них были в 87-м и в кроссовер-фильме «Черепашки навсегда». Отличились там эти двое только более высоким интеллектом. По-настоящему второе дыхание им дали в 2012-м, точнее одному. Тока была в сериале, но лишь в одной серии, и то как монстр кайдзю наподобие Гомеры. Рокзар же крепко вписан в сюжет и обладает самой необычной чередой событий среди прочих. Вначале это популярная звезда сериала, мастер боевых искусств Крис Брэдфорд. Да, создатели, конечно, знатно поржали, сделав персонажем Чака Норриса, причем схожесть не только внешняя. Для своих он ученик Шреддера, возможно, один из лучших. Мутантом стал чисто случайно. Сам же мутаген работает так же, как и в 87-м. Твоя ДНК перемешивается с ДНК того, с кем ты последний раз контактировал, будь то живое или неживое существо. Крис очень любил песиков, потому стал мутантом Догпаундом, антропоморфным перекачанным Акиту. Буквально доги. Но все не так просто. В дальнейшем он умудрился еще раз искупаться в мутагене и стал более устрашающим, превратившись в некроволка. И вот уже эту версию звали Рокзар. Полная противоположность прошлой мутации. Там, где было много мяса, сейчас костлявый Вендиго. Скорости не потерял и до последнего делал свою работу. Но не одними прихвостнями едины. Особняком от добровольных прислуживаний всегда стоял Бакстер Стокман, инженер и ученый, мастер по созданию различных механизмов по уничтожению других. Как правило, сам себе на уме и работает на Шреддера вынужденно. Его ЧСВ с трудом сочетается с другими такими же зазнавшимися ребятами. И здесь разнообразия много, ибо Стокман имеется почти в каждой экранизации. Начнем с 87-го, просто потому что это единственный белый Стокман. Здесь уже ущемленный и загнанный в рамки абьюза Ороку Саки. Терпение, конечно, заканчивается, и после мутации в муху Бакстер идет своим путем, подсирая и черепахам, и Шреддеру. Но получается это крайне плохо в обе стороны. Стокман в дилогии Б до мутации не добрался и является ученым-задротом. Как сейчас принято говорить, гиком. Но мы-то с вами знаем, что это каноничный нерд. По характеру, что он успел показать, крайне увлекающаяся натура. Даже под угрозами вполне получает удовольствие от любимого дела. Вообще, здесь он нужен за тем же, зачем нужен был подозрительно похожий персонаж во втором фильме первой кинотрилогии. Профессор Джордан Перри вполне мог бы претендовать на местную вариацию Стокмана, но, подозреваю, также попал под запрет от создателей. Но инфа не сотка.
Стокман погрома мутантов уже старый хрыч, который просто хотел семью, и от него избавились еще на вступительных титрах. То, что было в 18-м, было странно. Там Стокман мелкий пацан, охочий до внимания. Выпускает ролики про призраков, а потом досаждает черепахам. Версия 2012 уже напоминает оригинального комиксного Стокмана. Весомая фигура, способен испортить жизни Шреддеру и черепахам. Одно но, амбиций у него столько же, сколько у 87-го. И версия 2003 снова кладет всех на лопатки. Начинает он один в один, как в комиксе, с добавлением момента, что он работает со Шреддером. В оригинале-то он всем угрожал маузерами тупо веселья ради. Затем из-за своего эго он вынужденно работал на Шреддера и за свой острый язык постоянно лишался каких-то частей тела. Из сезона в сезон Стокман становился остатками былого себя. Однако это его не ломало, а лишь подначивало мстить обидчикам. Черепахам и Шреддеру он подсирал с завидной регулярностью и умудрялся выходить живым. Метаморфоза Стокмана — это вообще отдельная причина смотреть сериал. Долго оттягивали, но пора. Крэнк! Знакомый стрёмный мозг в пузе. Основной планировщик всех злодейских операций и главный наниматель Шреддера. Об этом позже. Изначально это целая инопланетная раса — утромы. Осьминожки с антропоморфными лицами случайно попали на Землю и пытались вернуться домой, на что ушли столетия. Здесь судить будет трудно, так как персонажи сделали полный круг от инопланетной расы к одному персонажу и обратно. Начнем с худшей итерации. Запомните, худший не значит плохой. Черепахи 87-го. У нас здесь имеется даже неутром. Изначально местный Крэнк — это ящероподобный диктатор из измерения X. Дай только повод повоевать. Помогают ему в этом каменные солдаты во главе с генералом Трагом и лейтенантом Гранитором. За военные преступления Крэнга лишили тела, и он стал каноничным мозгом с глазами и ртом. Как он пересекся со Шреддером, а хрен его знает. Здесь он главный, несмотря на то, что Шреддер вроде как компаньон. Все вылазки Орокусаки спонсирует мозговитый неутром. Порталы, солдаты. Когда результат не устраивает, он дает Шреддеру рекомендации, где и что искать, но ничем не снабжает, и так много потратился. Главным творением гей-мозга является его антропоморфное тело Бенджрэнк, но с вашего позволения я буду называть его... Дизайн, конечно, странный, будто полуголый рестлер с пузом. Самые лучшие тела Крэнга смогли показать в комиксах IDW, игре Mutants in Manhattan, они там одинаковые, и в эволюции черепашек, но об этом позже. Вторым шедевром инженерии является Технодром — гигантская передвижная крепость. Рофл в том, что создан он был не самолично Крэнгом, а вместе с его бывшим оружейным инженером Дракусом, не путать с Драксумом. Последнего неутром жестко кинул, разметав его родную планету и сбежав. Ближе к концу сериала Дракус нашел бывшего начальника и попытался отомстить. Киношного Крэнка я даже не буду упоминать, ибо он жалкая попытка повторить мультсериального. Из отличий здесь Крэнк использует Шреддера для проникновения в наше измерение, а после кидает как сучку. Еще он подключен к Бенгарангу через провода и может недалеко покидать грузное тело. Так что да, имейте в виду, этот Крэнк худший безоговорочно. Следующими идут версии из эволюции. Показались только 3 представителя, но даже они мощные и пугающие. Кичатся своим превосходством, берут все живое под органический контроль, превращая в хтонических тварей без воли. А их роботела... А учитывая, откуда пришел местный Кейси, становится поистине страшно. Фаворитами выступают версии 2012-го. Это все еще опасные инопланетные создания, готовые разрушить мир и поработить всех и вся. Но есть нюанс. Здесь они представлены скучно и однобоко, как и в любом сериале или фильме про расу злых пришельцев. Да, есть разделение на утромов и крэнгов. Да, есть отдельные представители. Однако это не мешает инопланетной заразе подчиниться воле Шреддера. Они назвали это сотрудничеством, но что-то сомневаюсь. Смешно то, что лор местных утромов-крэнгов прописан лучше, чем в других итерациях.
Здесь у них произошел майнд-контрол. Крэнк открыл мутаген и заюзал на себе, став гигачат-версией себя и получив мощные психические способности. И что он сделал? Ерунду. Всего лишь подчинил себе большинство утромов, стерев их личности. Они стали его ментальными клонами. С тех пор он величает себя Крэнк Прайм. Есть отдельные представители в виде Крэнга Субпрайма с большей самостоятельностью. Он являлся шпионом, потому позволял немного больше остальных. Прятался, кстати, под личиной девушки по имени Ирма и дружил с Эйприл. Гранитор и Трак тут тоже есть, но без весомых отличий. Прошлые ребята были поприкольней. Пока далеко не ушли от инопланетных захватчиков. Жесткие воинственные трицератоны. Буквально антропоморфные трицератопсы. Фигурировали во франшизе 3 раза, но только 2 из них показаны как надо. Дышат смесью азота и серы. Разрушили свою же планету и летают по космосу на конусообразных крепостях, напоминающих астероиды. Еще бы их император колдовать умел, были бы вылитые Black Arms. В 87-м они появились чисто на один эпизод и быстро сдриснули от поехавшего Донателло. В остальных же местах они хорошо показаны и разнятся в деталях. 2003 отличился только тем, что показал их общество более живым. 3D-динозавры не сами разрушили планету, их уничтожили крэнги. Нарисованные воевали с Федерацией и также хотели получить фугитоида для победы. В обеих версиях присутствует командир Империи Мозар и Император. Только в 2003-м он Зан Рамон, а в 2012-м почему-то Зан Маран. Подозреваю из-за произношения, так как я тоже, посмотрев на имя первого, прочитал как второе. Странная фигня. Но есть малый перевес в сторону 2003-го. 3D-динозавры по натуре воинственные, им нужна война и агрессия. Нарисованные же жили по чести, пока не попали под тиранию Зан Рамона, который заигрался в войнушку. Здесь Мозар помог свергнуть тирана, как только увидел возможность. Еще одним важным персонажем в черепашьей франшизе является Караи. Фактически правая рука и доверенное лицо Шреддера. Как правило, всегда в метаниях между тем, что делает ее клан, и как нужно поступить по совести. Так происходит только когда кланом руководит не она. Здесь сложно, так как тоже метаюсь между двумя версиями. Бэевская версия снова улетает в утиль из-за своей однобокости. Караи из эволюции получила не так много экранного времени для раскрытия. Следующий идет Ниндзя Лотус из 87-го. Хотя ее и зовут по-другому, это определенно местная Караи. Также успевает попасть под манипуляции Шреддера и разрывается между своим кодексом чести и тем, что приказывают. Также имеется это странное сексуальное напряжение с Леонардо. Я все еще не понимаю, нахрена было делать в погроме мутантов Лео падким на Эйприл? У него же и так была мадама классная, 8 из 10. Караи 12-го самой продуманной предыстории. Сколько раз я уже так сказал про персонажей 3D-черепах. Здесь она внезапно родная дочь Сплинтера. После пожара Шреддер забрал новорожденного ребенка Хамата Йоши и воспитал как родную. Этот штрих и делает Шреддера опасным врагом, ибо страшнее оружия придумать сложно. Местная Караи не имеет кодекса чести, а промытые мозги и импульсивное поведение. Однако именно последнее помогает ей выйти на правду. От манипуляции не спасает, но уже что-то. Увы, успевает стать мутантом. Все равно наблюдается некая однобокость. Караи из 2007-го гораздо лучше показывает себя как лидер фуд-клана. Здесь все неурядицы давно решены. Караи – полноправный лидер клана, определившая направление своей деятельности. Классические наемники со своим кодексом чести. В частности, не меняй нанимателя, пока тебе исправно платят. Но за этим все еще не интересно смотреть. Это банально пресно. Караи из 2003-го выигрывает за счет того, что за ней интересно наблюдать. Точнее, за тем, как она вроде поступает по совести, а потом такая: «Шреддер, мать и отец, без него будет пиздец», и снова влезает в те же грабли. Тут, конечно, сам Чрел старается, научился ей манипулировать. Персонали у Караи тоже не стоит опускать. Женщина на постоянке метается между долгом перед кланом и своей совестью. Лео куда больше вносит в это раздор. Ибо раньше все было просто, когда голосом разума выступал только Шреддер, а тут пришел зеленый головастик с катанами и давай из личной симпатии переманивать. Когда злого утрома не стало, она приняла титул на себя. Таким образом, данная Караи успела побывать 4-м Шреддером сериала. И Шреддер этот вышел на удивление пресным. Ибо ничего такого она натворить не успела, пыталась разнять группировку своих подчиненных, позже это удалось, а как разобрались с Тенгу Шреддером, отринула жизнь клана и ушла под ручку со своим рыжим ученым помощником.
Потому что рыжие клевые. Короче, не перестану восхищаться проработкой персонажа. Сам клан тоже претерпевал множество метаморфоз. В 87-м это роботы Крэнга, подконтрольные Шреддеру. Бэевские это террористы с какими-то навыками ниндзя. 2003-2012 разветвленный синдикат под руководством Шреддера. Разница в направленности. Мультяшный делал упор на технологичность и мистику. У него была своя команда ученых, разрабатывавших улучшения для боевых единиц. Был элитный отряд хорошо обученных ребят, а был отряд магов-элементалей, что могли дать жару кому угодно. Правда, они же, прикарая у руля, стали воскрешать Тенгу Шреддера. 3D-шный делал упор на мутантов. Ниндзя были, даже футботы, но Шреддеру интереснее было поиграться с мутагеном и насоздавать суперсолдат. Помимо озвученных Брэдфорда, Стеранка, Зека и Стокмана, имелся и вор с богатым опытом, Ксевер Монтес. Обычно работал с Брэдфордом и, подобно Рокстеди и Бибопу, не ладили друг с другом. Мутантом он тоже стал, но не таким эпичным, как напарник. Превратившись в антропоморфное подобие Сама, величать его стали Фишфейс, и до появления Стокмана был бесполезен. Хотя, если подумать, и после тоже. Меня еще добивает этот уровень рофла отсылок, ведь человеческую внешность Ксевера взяли с актера Джеймса Келли, который частенько снимался в фильмах с Чаком Норрисом. Настоящей правой рукой и заместителем местного Шреддера является Такеши, он же Тигриный Коготь. Профессионал своего дела, собранный и спокойный, приказы исполняет четко, при этом не лишен положительных качеств. С совестью он тоже конфликтует, но успешнее договаривается с ней, нежели Караи. Эволюция черепах подарила самостоятельный клан Фут, не подчиняющийся ни Шреддеру, ни Драксуму. Они сами по себе, обладают магическими техниками, могут призвать солдат из бумажных оригами. Большая часть времени уходит на воскрешение демонов из пророчеств клана. В сериале они восстанавливали доспех древнего демона Шреддера, а в полнометражке вытаскивали из плена своих создателей, утромов. Видных членов трое. Тощий, но умный лейтенант, большой и сильный Брут, да, их так действительно зовут, и пришибленная на голову Кассандра Джонс, мать Кейси. В конце сериала она от них в итоге и ушла. Ну правильно, карьерного роста нету, а тут что шпыняют, что тут оставаться. Еще одна группировка частично подконтрольна Шреду, но обычно они тоже сами по себе. Пурпурные драконы. Организованные хулиганы, державшие в страхе районы Нью-Йорка. Иногда выполняют грязную работу для Рокусаки. Отличительной чертой является большая татуировка дракона. Есть 4 вариации данной банды. В 87-м их так не называют, но ключевые схожести имеются. Именно из этих ребят Шреддер выбрал Рокстеди и Бибопа. Показать себя они не успели, на них слишком быстро забили. Никелодеоновский 3D-мульт тоже не сильно с ними церемонился, хоть и пытался привести к похожему состоянию, что в «Фаворите». Эволюция превратила их в группу заносчивых хакеров. Донателло хотел к ним вступить, но впоследствии его технологии угнали. Лучше всего, конечно, себя показали пурпурные драконы 2003-го. Мало того, что им уделяют внимание, так еще и повязали с Кейси Джонсом, добавив грани персонажу. Здесь драконы не просто беснуются, они финансируются Шреддером и вполне организованно пускаются в грабежи и разбой. Лидер – еще одна жемчужина сериала – Хан. Полное имя Хантер Мейсон. Опасный и умелый боец. Несмотря на свои габариты, невероятно проворен. Драконов держит по принципу «выживает сильнейший». Не дебил, какими обычно рисуют таких персонажей. Возможно, это связано с тем, что он умеет правильно адаптироваться и оценивать ситуацию вокруг себя. Является правой рукой Шреддера и исправно выполняет его указания. Причем, в отличие от других повинующихся из страха, Хан признает силу и власть начальника, потому его покорность исходит из уважения. После же раскрытия инопланетного происхождения Чрелла разрывает связи с Фут-кланом и после собирает драконов наподобие той империи, что создал Шреддер. И вполне успешно. В отличие от остальных антагонистов, Хан кошмарил Нью-Йорк и черепах до самого конца. Даже в полнометражке «Черепахи навсегда» он не успокоился и активно участвовал в сюжете. Персонаж даже полюбился одному из создателей «Черепах», Питеру Лейерду, и после он вписал его в основную серию. Вот как надо прописывать сильных персонажей. Хан появлялся и в 2012-м, но там это лишь отголосок прошлой версии, и почему-то похожий на Брюса Ли. Все окончено, но еще не окончено. Напоследок менее примелькавшиеся ребята. Крысиный король периодически возникает в черепашьих экранизациях, но на затворках. В соответствии с комиксным оригиналом его пытаются сделать серьезным, но этого оказывается недостаточно.
2003 попытался сделать его из киборга-губителя, которого создал, а пока не скажу. 2012 из нечистого на руку ученого, экспериментирующего с возможностями мозга. Париться с этим не стали только в 87-м. Местная версия вообще не показывает своей предыстории. Просто мужик живет с крысами в канализации, просто ЧСВшит направо и налево, какой он клевый, какие крысы клевые. Вокруг лишь низшие твари, и только он и крысы классные. Даже Кожеголовый это замечает. Нет, ты больше не крысиный, ты козлиный король! Забавно вот что. Предыстории его не наделили, однако сделали его по-настоящему нейтральным персонажем. В одной серии он может подсирать черепахам на пару с Кожеголовым, в другой помочь, а в третьей просто скоммуниздить пиццу. Приятно пахнет. С колбасой или с сыром? С сыром? Так и знал, люблю сыр. Первая киношная трилогия подарила франшизе компетентного мастера боевых искусств Тацу. Немногословный лысый мужчина за 2 фильма успел показать свой профессионализм и координирование клана. С малым количеством экранного времени ты убеждаешься, что это тот человек, у которого все схвачено. Ниндзя его слушают беспрекословно, Шреддер же ему доверял. Впрочем, как было замечено, у Тацу был вспыльчивый характер, который он время от времени демонстрировал в приступах ярости, когда наказывал своих подчиненных за их провалы. А еще вот это вот его Однако, несмотря на все это, именно данные качества и делали из Тацу достойного заместителя, ибо он был непоколебимо суров как в обучении, так и в бою. Даже когда Шреддер вернулся во второй части, новый лидер смиренно уступил место бывшему начальнику. Вот это я понимаю преданность. В 2012-м он тоже был, но с другой историей. Хатори Тацу родился слепым, но Шреддер разглядел в нем потенциал и впоследствии сделал наставником Караи и своей правой рукой. Как же много у Шреддера правых рук. Хоть бы одну левую. Сюрприз, есть даже и алмаз неограненный и в новые мутации. Помимо Драгонлорда, есть такие эпохальные на уровне идей кадры. Как вам Йети-гангстер в духе Дика Трейси? А тут такой есть. Сильный прикалывающийся примат по прозвищу Сильвер. Пришел с Гималаев просто чтобы стать криминальным воротилой. Спросите, и что? Да ничего, я его упомянул просто потому, что его озвучил Горячок. Его голосом говорит Оптимус Праймал в трансформерах Beast Wars и Beast Machine, другой Оптимус Прайм в трансформерах Армада, работник в Sonic Underground и Граундер в приключениях Ёжика Соника. So the lotto game's over. Well, we're just gonna have to think of a new game to play. Well, Mr. Sonic Hedgehog. I could use your help. Are you ready for some action? Парень, ты должно быть очень тупой. Куда ж без мемов-то. Йети в костюме это, конечно, смешно, но я не о нем. Речь про Саймона Бонстила. Это Крэйвен охотник под наркотой. Он совершенно двинутый наемник. Но профессионал, отчасти. Его специфика – охота за исчезающими видами животных. Черепахи ему попались под руку случайно, когда вызволяли из его рук другую обычную черепаху. И уже из принципа Бонстил ведет за ними охоту. Нравится мне этот конч, есть в нем эта веселящая пришибленность. Он, конечно, тупит часто, но я спешу на то, что он под всякими снадобьями. Сыграл этого гения клоунады Скотт Макнил, тоже очень известный актер озвучки. Его голосом разговаривает Росомаха в Людях Икс Эволюции, Тоатаху из Бионикл Маска Света, Дуратан из Вовки и Давиан Тул из Warhammer 40 000 Dawn of War. Let's make these magnificent animals go boo. Vents were pretty easily breached. Gonna need to fix that. Maybe electrify them or install poison gas sprayers. For generations, our chapter has recruited initiates from the fierce warriors of Calderas. Думаете, у 2003-го не осталось классных персонажей? Отнюдь. На защите человечества стоит агент Джон Бишоп, очень неоднозначный персонаж. Основная его деятельность – защита Земли от вторжения инопланетян. Где-то в 19 столетии его похитили стереотипные серые человечки ради экспериментов. Сбежать получилось, но последствия остались. Бишоп жив до сих пор и сильнее обычного человека. Но не это главное. За 200 лет он обучился множеству единоборств и преуспел в поисках информации и шпионаже. В отличие от других антагонистов, он прекрасно понимает, с кем имеет дело, ибо, цитата, «знание его бизнес». Даже Чрел ничего не смог ему противопоставить.
Однако полностью отрицательным он не становится. Даже больше, когда черепах перебрасывает в будущее, он помогает им. Интерес он вызывает именно потому, что делает во благо для людей, а все, кого он шантажирует за время сериала, преступники. Черепахи, с его точки зрения, того же поля ягоды. Имея в багаже такие козыри, он не стремится к власти, он истинный патриот своей планеты. Его это может не оправдывать, да. Частично он напоминает персонажа-призрак из вселенной Mass Effect. Учитывая его методы, он тот еще негодяй. Вся его мотивация строится из личной ненависти к иноземцам. Но это и делает его поступки неоднозначными. Бишоп был и в сериале 2012-го, но там это полная противоположность. Ненавистника инопланетян самого превратили в Утрома. Нечеловеческая сила объяснялась андроидным телом. Ну и, собственно, это были те самые беженцы Утромы, которые смогли избежать контроля Крэнга. Вот. 2007 не богат на персонажей, лишь древние воины, обращенные в камень. Максимилиан Уинтерс не может похвастаться оригинальностью. Долгожитель, желающий покончить со своим проклятием, и его товарищи по оружию, сидевшие все время в камне и не насладившиеся сполна этой возможностью. К сожалению, вся его роль заключается в создании затравки полнометра и... Неожиданный поворот! 2012 3D-мульт сделал упор на переработке уже известных персонажей во франшизе. Некоторых даже привела в пристойное состояние. Мона Лиза, например, получила вменяемую историю и более адекватное развитие отношений с Рафаэлем. Про многих других я уже рассказал, но остался один чертила, придуманный еще в 87-м, но доведенный до ума здесь. Оригинальный лорд Дрек был хорошим стратегом и захватывал землю аккуратно, втеревшись в доверие к местному населению. Врингат Дрек обладает теми же качествами, но к тому же еще и хороший боец. Там, где старый Дрек только отступит, новый Дрек пойдет в атаку и имеет все шансы одолеть противника. Связями не обделен, под ним целая планета инсектоидов как-никак. И под конец эволюция ТМНТ. Здесь новых персов большое разнообразие, но ценность малая. Колдун Гипнопотам Мезмер Рон, червячел Уоррен Стоун с повышенным ЧСВ, очередной аниматронный медведь Альфредо или Медведио, привет фанатам Фазбера. О, холера, czy to Фредди Фазбер? Все это довольно проходные злодеи, но среди них можно выделить двух ребят. Первый — это бывший шеф-повар-телеведущий, ставший мутантом-каннибалом по кличке Жирный Кус. Помимо свинячьей морды, он получил неплохой для повара навык. Поедая мутантов, он получает их способности. Как минимум, это интересная идея, плюс вяжется с прошлой жизнью персонажа. Второй же персонаж — Большая Мамочка, криминальный авторитет в мире йокаев. Маскирует свою штаб-квартиру под обычный отель, втихаря приторговывая всякой магической запрещенкой, и проводит подпольные бои в Нексусе. Да-да, тут тоже есть свои батлы Нексуса. Для вселенной черепах редкий представитель. Обычно избегают такого рода воротил или делают их обычными гангстерами. Не вышаг, но тоже неплохо. И да, на этой ноте подводим итоги. Богатое многообразие франшизы позволило взглянуть на одних и тех же персонажей под разными углами. Где-то вышло хорошо, где-то не очень. Своими наблюдениями я поделился, теперь жду ваших в комментариях. А на этом все, черепашата. Ролик вышел массивным, потому прошу, если он вам понравился, делитесь им где только можете. Как я постарался откусить как можно больший кусок, так и вы постарайтесь охватить как можно больше мест. Также жду вас в своем телеграм-канале и группе в ВК. А если хотите поддержать материально, добро пожаловать на Бусти. Еще увидимся, ведь пришел черед вернуться к одному синему ежу. Цифры, даты, числа. Иди нахуй, телефон. Иди нахуй, телефон.